Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусное домашнее печенье. Оно получается очень нежным, рассыпчатым и с приятным сливочным вкусом. Приготовление такого печенья не составит труда и не займет у вас много времени. Все ингредиенты для теста обязательно должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их примерно за час до того, как готовить тесто. В миску перекладываем сливочное масло и миксером на высокой скорости взбиваем его 1 минуту. Дальше добавляем сахарную пудру. Конечно, желательно использовать именно сахарную пудру, чтобы печенье получилось более нежным. Также в масло добавляем щепотку соли, щепотку ванилина и взбиваем еще примерно 2 минуты. Масло должно стать более светлым и пышным. Чем лучше вы взобьете масло, тем более нежным получится ваше печенье. Дальше добавляем яйцо и хорошо взбиваем еще около 3 минут. Кстати, вместо яйца также можно добавить 2 желтка. Тесто получится еще более нежным и рассыпчатым. И вот такая очень пышная и однородная масса должна получиться. Если все сделаете правильно, хорошо взобьете масло и все ингредиенты будут комнатной температуры, то масса обязательно получится гладкой и однородной. Отдельно смешиваем муку с разрыхлителем. Но, кстати, разрыхлитель добавлять совсем не обязательно. За счет того, что влага будет испаряться, в любом случае печенье немножко поднимется и будет рассыпчатым. Поэтому, если его у вас нету, то можете его не добавлять. В несколько приемов просеиваем муку и аккуратно перемешиваем лопаткой. Еще один очень важный момент, как вы уже наверняка знаете, что песочное тесто нельзя долго вымешивать, иначе тесто затянется и получится жестким. Поэтому быстренько лопаткой все перемешиваем до однородности и готово. Вот такой консистенции оно у вас должно получиться. Не жидкое, но достаточно мягкое и липкое. Я буду использовать вот такую зубчатую насадку. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Застилаем противень пергаментом и начинаем отсаживать печенье на небольшом расстоянии друг от друга. Оно отсаживается с усилием, так как тесто достаточно густое, но только при такой консистенции получается хороший рисунок. Если все-таки тесто у вас получилось более жидким, то можно добавить еще немного муки. Дальше делаем вот такие небольшие углубления по центру. Тесто к рукам не прилипает, поэтому делаются они легко и быстро. Если у вас нету насадки, то можете просто срезать уголок кондитерского мешка и отсадить круглые печеньки. И потом точно так же заполнить их джемом. Джем можете использовать абсолютно любой, на свой вкус. У меня сегодня черная смородина. Я переложила в кондитерский мешок, отрезаю уголок и начинаю заполнять углубление. Вместо джема также можно использовать и перетертое варенье. Я решила сегодня сделать их разными, поэтому часть печенья делаю со смородиной, а вторую часть заполняю абрикосовым джемом. Дальше ставлю их в разогретую духовку до 190 градусов и выпекаю 10-15 минут. Все готово, у меня они выпекались 12 минут. Ребрышки должны вот так слегка подрумяниться, а само печенье остаться светлым. Печенье получается очень вкусным. И как видите, готовится оно очень просто и быстро. Я считаю, это отличный вариант, если нужно что-то быстренько приготовить к чаю. У него получается очень рассыпчатая и нежная структура. Ломается просто от легкого нажатия.
Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы останетесь в восторге от такой выпечки. Сохраняйте рецепт, делитесь этим рецептом с друзьями и напишите в комментариях свое мнение об этом видео. Для нас важна любая обратная связь. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!